Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу вам показать подробную детальную переделку шуруповерта из никель-кадмиевых аккумуляторов на литий-ионовые. Первым делом нужно извлечь старые аккумуляторы. Выкручиваю все винты, и на одном из них вы можете заметить пломбу. Пломбу я удалял с помощью ножа, она там вставлена, ее можно высверлить. Но я ее просто убрал и на место уже ставить не собираюсь. Выкрутив последний винт, получаем доступ к аккумуляторам. Чтобы снять верхнюю часть, необходимо нажать фиксирующие кнопки, которые находятся по бокам. Кнопки ничем не фиксируются, их можно снять, просто подняв вверх. Так же как и пружинящие пластинки. Они тоже насажены на пластиковую часть корпуса, поэтому их просто поднимаем вверх, и они достаются очень легко. Извлекаю блок аккумуляторов. Некоторые части отсюда нам понадобятся для дальнейшей переделки. Термодатчик также буду оставлять, поэтому извлекаем его аккуратненько. Выпаиваю красный провод, этот провод плюсовой контакт, его я оставлю и буду использовать в дальнейшей переделке. Далее необходимо извлечь минусовой контакт, он там припаян контактной сваркой к самому аккумулятору. Поэтому, чтобы его отломать, нужно аккуратненько на излом расшатать место сварки, и оно должно отвалиться само по себе. Как вы можете видеть, остались два язычка, это и есть наш минусовой контакт. К нему я буду припаивать сдвоенный проводок, который предназначен выдерживать большие температуры. Залуживаю место пайки и наношу припой. Припоя пойдет большое количество, чтобы был хороший контакт и наш провод хорошо держался. Все готово, можно припаивать минусовой проводок. Очень важно не перепутать контакты с плюсовой с минусовым. Как вы видите, на коннекторе есть обозначение. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. Будьте внимательны при монтаже. Аккумуляторы я буду использовать из пауэрбанка. Они были в употреблении, но еще в довольно приличном состоянии.
аккумуляторы с вот такой вот маркировкой. Это не первая моя переделка аккумуляторов под литий-ион. И эти аккумуляторы зарекомендовали себя довольно хорошо в работе. Поэтому снова ставлю их. Так как при демонтаже защитная пленка была нарушена, я обмотал аккумуляторы термостойкой пленкой. И теперь можно использовать их в таком виде. Как вы видите, сборка у меня уже готова под 12 вольт. Но если вы купили аккумуляторы все 3 штуки отдельно, вам нужно будет их спаять последовательно. Таким же образом, как показано в видео. Для дальнейшей работы необходимо разметить, где какое напряжение у нас получается на выходе из аккумулятора. Это нам понадобится для дальнейшей работы. Итак, минусовой контакт будет у нас нулем, так как на нем нет напряжения. В конце данного аккумулятора у нас будет 3,7 вольта. Затем ток проходит на следующий аккумулятор. И на плюсовом его контакте у нас уже получится 7,4 вольта. Дальше ток проходит на следующий аккумулятор. И на плюсовом контакте у нас получится 11,1 вольта. На Алиэкспресс заказал вот такую вот плату. Она создана специально для переделок под дрели, под шуруповерты, под литий-ионовые аккумуляторы. Обратите внимание на вот эти вот значения. Берите 40 ампер, так как с 60 амперными платами возникают какие-то проблемы. Так, для чего же мы размечали напряжения, которые выходят на аккумуляторах? Вот размечали мы их как раз под эту плату. Как вы видите, здесь указаны также значения, указаны под другие аккумуляторы, но нам эти значения вполне подходят. Это все проверено, я уже делал переделку данного такого же самого аккумулятора. Все работает, поэтому смело можно все контакты припаивать. Будем выводить провода из аккумулятора и припаивать их к этой плате. Также есть место под силовые провода, которые будут давать заряд-разряд аккумулятора. Они обозначены как плюс и минус. И мы уже знаем, какой у нас провод плюсовой, какой минусовой. С помощью небольших проводков припаиваем выводы к аккумуляторам. Все готово, устанавливаем плату на свое место. Не понравилось мне расположение провода на 7,4 вольта, я его решил переместить на край для эстетики и для более удобного монтажа плате. Схему я добавлю в конце ролика, а теперь залуживаем места пайки и припаиваем плату к контактам аккумуляторов. Чуть не забыл, еще один очень важный момент.
на всех аккумуляторах должно быть примерно одинаковое напряжение. У меня две банки были с одинаковым напряжением, а одна банка была просевшая. Пришлось ее зарядить с помощью обычной зарядки для мобильных телефонов. И теперь получается заряд у всех банок одинаковых. Так при дальнейшей зарядке уже через плату будет распределяться равномерно нагрузка и равномерно заряжаться аккумулятор. Будьте внимательны, это очень важно. Теперь, когда основные контакты припаяны, я решил плату приклеить на двухсторонний скотч. Плата не будет болтаться, и за счет толщины двухстороннего скотча будет погашаться вибрация, которая будет в процессе работы влиять на плату. Итак, последний этап переделки. Припаиваем провода группы контактов, которые будут питать шуруповерт и через которые будут питаться аккумуляторы, которые мы установили. Внимательно припаиваем минусовой контакт к минусу, плюсовой контакт к плюсу. Как вы можете видеть, термодатчик я не трогал вообще и ничего с ним делать не буду, так как в этом нет необходимости. Это черный проводок, который болтается возле наших плюса и минуса. Еще одной из проблем переделки является установка контактной группы на место и фиксация ее там. Раньше там стоял старый аккумулятор, который фиксировал контакты, но теперь его нет, так как мы его убрали. Некоторые самодельщики клеют его термоклеем, там кто-то обычным клеем. Я решил поступить немножко по-другому. Промерив расстояние от контактов до платы, изготовил брусочек, который подходит по размеру, заходит плотненько вовнутрь, и после того, как я соберу все вместе, он будет лежать на плате и будет крепко зафиксирован. Размеры, я думаю, будут как у меня, так и у вас одинаковые, поэтому показываю, какие размеры у меня данного брусочка. Он является диэлектрическим, поэтому полностью нам подходит для этого дела. На дно корпуса я также наклеил двухсторонний скотч, чтобы не было болтанки. Как вы видите, защитную эту бумагу я оставил также.
И теперь при необходимости ремонта можно будет все извлечь, отклеить эту бумагу и получить полный доступ к аккумуляторам. Все готово, можно производить сборку. Сборку производим в обратном порядке. Так как аккумуляторы почти полностью разряжены, ставлю на зарядку и через некоторое время произведем испытание. Прошло около получаса заряжания, и теперь, я думаю, можно уже проверить на работоспособность нашу переделку. Сначала проверим напряжение, которое взяли аккумуляторы, и затем можно приступать к проверке. Как вы можете видеть, все замечательно работает, шуруповерт крутит, нагрузку держит довольно-таки прилично. Как вы видите, трещотка на максимуме трещит. Единственный недостаток, что иногда срабатывает защита, но не всегда. То есть под большой нагрузкой он все-таки тянет. Если сработала защита, просто перенажимаем кнопку и шуруповерт продолжает дальше работать. Сам инструмент стал намного легче, и теперь с ним приятнее работать. Вот такая вот подробная переделка, друзья. Я надеюсь, что видео было полезным. Надеюсь, что вам поможет разобраться, как что скрутить и куда чего припаять. Если вдруг возникнут вопросы, спрашивайте в комментариях. Всегда рад ответить. Ну что ж, до новых встреч на канале.